Hi. Здравствуйте, добро Hi. пожаловать Great. на занятие по Um, нагаждению. I И made a в mistake конце at the прошлого урока last class. I я thought we're finishing ошибся. chapter Я сказал, что мы but we're not. закончили главу, We're но это still не in the same так. Мы chapter. It's по-прежнему в этой chapter главе. 16, which Думаю, is это глава about 16, в которой talking about говорится о being том, как chained быть to прикованным к samsara сансаре, and и then затем getting об nirvana, which обретении is releasing the нирваны, то есть chains and освобождении getting от away from цепей и samsara. выхода из сансары. And И this вторая половина second этой half of главы this не chapter займет doesn't много take very времени long to для teach. изучения. Я So подумал, I что thought вы, you guys ребята, might захотите like to кое-что see увидеть. Вы могли something бы so you could оценить appreciate, you работу know, the в work of trying попытках to сделать translate these перевод этих texts, trying to текстов, в find попытках these найти texts. эти тексты. Так So что you're вы kind of at the находитесь end как бы of в конце the food этой chain. цепочки You продуктов. are, speaking Вы, of chains, говоря о цепях, you вы are получаете эту getting, информацию, all все this эти учения information, all these благодаря teachings другим because людям, other people who которые work so усердно hard to трудились для того, find чтобы the books, отыскать книги, catalog составить the books, каталоги книг, scan the books, input просканировать the books, книги, save the books. And ввести I'm данные talking в about, компьютер, ALL. сохранить книги. Я говорю о библиотеке All the азиатского hard work they наследия, do. всей So, той тяжелой I kind работе, of, которую они делают. Так что my part моя is the часть easy part. I самая just explain простая. Я something только объясняю что-то. that Я I get the получаю book книги, потому что because other people другие have люди worked so упорно hard for трудились более over 30 30 лет, years чтобы to найти find эти these книги books и and принести to bring их me мне. books. They're like these Они, как те guys парни, that go out которые in the world and отправляются find по the books and they миру, bring them находят back home, книги, and I do the приносят их same thing домой. И я and share сажусь, them with you. читаю их, So делюсь ими с I вами. kind of Так что wanted я to хотел бы recognize the отметить эти huge effort огромные of John усилия Brady Джона Брэди and и his всей whole его team, команды библиотеки and also all the gold азиатского clubs наследия. everywhere, Также всех голд-клубов, Клуб around the world, Дуорос по and всему all of you guys миру. working Всех so вас, hard ребята, которые так усердно to raise работают, чтобы money. And I собрать think деньги. sometimes И я if I думаю, knew, что иногда, I would если бы think, я был на what do they вашем do with the месте, money? Where's the я бы money go? подумал, что же они делают с And собранными I thought you'd деньгами, на appreciate что уходят деньги. seeing Я подумал, что вам будет how your приятно увидеть, donation как ваш вклад became this превратился в class. это занятие. Okay, so first of Во-первых, all, пожертвования, donations made сделанные 20 лет, 22 22 years года ago назад, are они they went пошли into. We were на... Мы trying to пытались find найти книги Choni Чони Lama's Ламы. books, И and они they были, were, знаете ли, в то it's время было in those очень days трудно it was very достать hard to копию get a любой copy из книг of Чони any of Choni Ламы. Lama's books. И And мой my учитель teacher показал showed me мне one одну книгу Чони of Ламы, Choni Lama, и я and I was был like, в wow. восторге. And И then я I узнал, studied. He has что у него 250 texts. 250 таких Come on, книг. Rinpoche, give them Ну to me. He's давай, like, no, you Ринпоче, can't дай get их them. мне. Он такой, And I was like, нет, what do их you mean you can't невозможно get them? He получить. says, Я спросил, что ты имеешь в we виду, made a мы mistake. можем их And I'm like, получить. who's we? Он He сказал, says, мы my ошиблись. И я monastery такой, Saramay. кто We мы? made a Он mistake. говорит, мой монастырь I'm like, Серамей, мы what's the совершили mistake? He ошибку. Я says, такой, ну а в чем we didn't ошибка? want Он other говорит, мы не monasteries to хотели, get чтобы Choni другие Lama's монастыри books, получили книги Чони because Ламы, then we could потому win что all the тогда мы debates могли with the other выигрывать все monasteries. дебаты с So другими we kept all монастырями. of Choni Lama's Поэтому мы books very очень carefully. бережно хранили I'm все like, книги well, Чони what Ламы. happened? И He я says, well, we такой, ну и kept them in что the library. случилось? И он And I'm сказал, ну like, мы what хранили их в happened to the library? библиотеке. He И я says, well, такой, during the что Cultural случилось с Revolution, the библиотекой? И library он was ответил, bombed. ну во время And it got культурной burned up. революции Every copy библиотеку burnt up. разбомбили, она вся We made a сгорела. boo-boo. И We put каждая all the копия copies in one сгорела. Мы place, совершили so промах. Мы nobody else, хранили probably все that's the копии karma. в одном месте. So Никто nobody else could другой, get them. возможно, So это they just got карма, да, burned up. никто другой не мог And их then we ran получить, away. потом все они сгорели. And that's why I'm Потом teaching мы you. бежали, и вот почему And я I'm учу like, вас прямо сейчас. So И we started тогда мы looking начали for Choni искать книги Lama's, Чони Ламы, any любые copies of Choni Lama's копии books. книг Чони And Ламы. finally, И, Jason наконец, Dunbar, who was a Джейсон great Данбар, fellow at который был ALL, замечательным сотрудником early библиотеки азиатского worker for наследия, ALL, одним из первых he went to работников Tibet библиотеки азиатского and he наследия. Он went to поехал в Choni Тибет, Monastery он поехал в and he монастырь begged for Чони и scans of попросил Choni Lama's сканы книг books, Чони and he Ламы. got Он them. их получил. Okay, and he got Он all of them, получил их все, and I'd и я like to хотел show бы you one показать вам here. один из них. Okay, И and знаете, в те дни in those days, копировальные copy машины machines в in Восточном East Тибете, Tibet, в районе Чони, были Choni не district, слишком хороши. they weren't too good, Но but you вы can see можете it's a видеть, pretty что cool это carving. довольно хорошая And гравировка. И вот как that's это what it looks выглядит. like. Okay, the На end paper, последнем the листе sideways боковые letters буквы on на each левой side, стороне, they они say говорят Satik, Satik, which means что означает Sawa Сава Shirabki, Шерабки, Tika, Чика. Sawa Shirabki, Tika. Tika means Тика comment. означает комментарий. Sawa Shirab is root Сава text. Шераб означает коренной So текст мудрости. you find the Так name of что the в book конце
вы находите название книги, а затем номер страницы, который редюм, извините, да, редюм, что означает 67,
А затем будет номер тома, который, вероятно, будет Нга, а это значит, что его собрание сочинений состоит из нескольких томов. Поэтому, если страница отделилась от книги, что часто случается из-за того, что они не скреплены друг с другом, вы можете найти книгу и вставить ее обратно, потому что учителя часто дают страницы своим ученикам, предупреждая, что ее нужно запомнить и вернуть на следующий день, но те никогда не делают этого. И вот копия из монастыря Чони, и это была единственная копия, которую мы могли найти. И поэтому, когда у нас возникал вопрос, нам негде было проверить, нам не с чем было сравнивать. Другой гравировки у нас не было. И это часто случается, что у вас возникает вопрос по гравировке, правильная ли гравировка или нет. В итоге мы поехали в Россию, мы нашли около 141 тысячи тибетских рукописей в коллекции царя. У российского царя была коллекция, которую он собирал, и он был коллекционером книг. Русские заядлые коллекционеры книг, они любят книги. А он собрал 141 тысячу рукописей, и мы нашли второй экземпляр. Итак, вот вы можете видеть на следующей картинке. Это копия работы Чони Ламы. И как видите, гравировка намного лучше и более четкая. На каталогизацию этих книг ушло 12 лет. 12 лет ушло не на то, чтобы их копировать, сканировать. 12 лет ушло на то, чтобы записать название. У нас было 3 парней, работавших полный рабочий день. И затем, когда мы увидели, что в договоре, у нас в договоре было написано, что мы можем делать копии книг нашего монастыря, мы получили разрешение делать копии. Дайте мне еще раз взглянуть на эту копию. И теперь, если парень, держащий бумагу, пока валик проходит по чернилам на деревянном оттиске, посмотрит вверх на кого-то, возможно, не на девушку, но на что-то, и тогда он получит эти большие полосы на странице. Вы видите на правой стороне пустое место. А потом, знаете, Гешела должен пытаться угадать, что было на деревянном оттиске. И иногда это действительно очень сложно. Поэтому очень важно иметь несколько деревянных оттисков. Очень-очень важно объехать весь мир, попытаться найти еще один экземпляр. И нужны деньги, чтобы долететь из Восточного Тибета в Россию. Нужны деньги, чтобы уговорить русских разрешить вам работать над их книгами в течение 12 лет. И именно для этого вы, ребята, собираете средства. Это требует больших затрат. На сегодняшний день, я бы сказал, от 5 до 10 миллионов долларов мы выполнили около 5% от необходимой работы. Так что, если вы хотите иметь эти занятия, если мы хотим освободиться от цепей, которые привязывают нас к сансаре, кто бы это ни был, кто привязан к сансаре, нам нужны эти книги, а также нам нужны деньги. Стоит денег совершение перелетов, чтобы посещать древние библиотеки, тратить месяцы, годы. 12 лет это требует денег. Те ребята, которые жили в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург — это самый дорогой европейский город, потому что там ничего нельзя вырастить. Когда я приехал туда, мне сказали, что не стоит тратить много денег на ужин. Я согласился. И вот я пошел поужинать, и я говорю, что хочу только салат. И мне принесли салат. На следующий день я сказал, хорошо, я не потратил много денег на ужин. Что вы купили? Я купил салат. Боже мой, это же самое дорогое. Знаете, это около $50. Я такой, почему? Мне говорят, вы в России, здесь слишком холодно, здесь невозможно выращивать овощи, надо было заказать баранину или типа того. Так что пребывание там стоит денег, много денег, чтобы оставаться там в течение 12 лет. А также разного рода проблемы. Один из наших сотрудников был похищен мафией в России. Они сказали $50 тысяч, или мы его убьем. Понимаете, это дорого. И так или иначе, еще одна вещь, которую я хочу показать вам, почему Джон Брэди такой замечательный, почему его проект так сильно заслуживает вашей помощи. Давайте посмотрим следующий слайд. Это деревянный оттиск из монастыря Чони. Вероятно, он был напечатан примерно в 1700 году. Я имею в виду, вырезан около 1700 года. Если вы знаете тибетский язык, посмотрите на 4-ю строчку, хорошо, Тим?
Ты хочешь прочитать ее медленно, начиная с Шен? Давай. Ю, Тан, Джебу, Ни, Тан. Продолжай. Тан, Ни, Сен, Ши, Ни, Тан. Хорошо, отлично. Здесь написано. И Гешела переводит. Гешела готовится к этому занятию. Гешела сходит с ума, потому что в написанном нет смысла. Здесь что-то не так. И Гешела после многих лет он чувствует, что чего-то не хватает, как будто здесь чего-то не хватает. И, кстати, Тим, ты можешь это оценить. У него здесь есть пары, у него здесь участники пар. У него есть Ю и Джеву. Причина и следствие. Позже у него будет Сорва и Сорва По. Чувство и чувствующий. И среди этого у вас есть определяемая вещь, но нет определения. У вас есть определяемая вещь, это список пар. Но есть один одинокий парень посередине. И должно было быть, какого слова не хватает. Это то, что определяется. Нам нужно слово для определения. Цени. Если не хватает цени, Гешела тратит 3 часа. Он старается, и потом он говорит, этот проклятый оттиск. Что-то не так с этим оттиском. Парень засмотрелся на что-то и не выгравировал определение на оттиске, понимаете? И что делает Гешела? Да, мне необходимо найти другой оттиск, но если бы библиотека азиатского наследия не имела бы денег, чтобы можно было полететь в Санкт-Петербург и остаться там на 12 лет, у меня бы не было второго оттиска, понимаете? Поэтому нам нужен Gold Club, поэтому вам, ребята, необходимо поддерживать Gold Club. $5, даже $1, если достаточно мышей, они могут удержать Титаник. В этом и есть вся история с Gold клубами. Это не большие, богатые люди, это много маленьких людей, которые дают 1, 5, 10 долларов. Тогда мы держим Титаник на плаву. Я хочу поиграть с вами. Гешела решил, что чего-то не хватает в оттиске. Гешела вернулся ко второму оттиску, давайте посмотрим на него. Кстати, я сделал это сегодня утром в автомобиле. Тим, прочитай 3-ю строку. Да, что там? Слово, которое Гешела предсказал, что должно быть там. Там есть определение цен, ни и цен ши. Вернись, увеличь его. Сейчас $100. Как они смогли изменить деревянный оттиск? Кто-то исправил его 200 лет назад. Кто-то сидел там, как Гешела, в течение 3 часов и сказал, что-то здесь что-то не так. Они исправили это. Но как исправить деревянный оттиск? Вы срезаете буквы, вырезаете квадратный участок. Потом вы берете кусок дерева и делаете его такого же размера, и вы приклеиваете его к оттиску. И потом вы вырезаете заново, но там нет места, чтобы заново в нем вырезать, потому что мы добавляем слово, так что же делать? Вы уменьшаете все. Посмотрите на 3-ю строку, это очень круто, вы уменьшаете все. Парень пытается вырезать, понимаете? Можешь ставить еще 2 слова? Что? Давай, ты сможешь это сделать. Вы можете представить этого парня, как он сидит и вырезает. Это могло занять, я не знаю, 3 или 4 часа, чтобы вырезать это. И гравировка становится все меньше. Если вы посмотрите на фото, вы можете увидеть это. И для меня это очень круто. Какой-то парень взял оттиск, вырезал недостающую часть, приклеил ее. Поэтому она меньше остальных, понимаете? Круто. Разве это не круто? Итак, если Gold Club не отправит ребят в библиотеку Санкт-Петербурга, тогда я не смогу объяснить вам книгу, потому что с книгой что-то не так, понимаете? Тогда это будет неправильно навсегда. Если мы не исправим это, поверьте мне, никому больше не будет до этого дела. Хорошо? Я думаю, что это здорово. Хорошо, давайте теперь перейдем к невозможной книге.
Книга уже невозможна, но если в ней отсутствуют слова, то становится еще немного сложнее. Хорошо, начинаем. Не забывайте, что мы говорим о том, что быть прикованным. Чинва означает прикованный, верно? Кстати, прикованный кто и к чему прикован? Мы прикованы к чему? Ум и тело в полном беспорядке. Мы прикованы к испорченному телу и уму. Мы прикованы к смертному телу. Мы прикованы к поломанному уму. Ясно? Это и есть цепи, понимаете? Кто прикован? Майкл. Майкл прикован к испорченному телу и уму. Хорошо. Майкл — это цепь? Нет, я имею в виду, вы приковываете кого-то к стене в подземелье, верно? Вы приковываете заключенного к стене. Является ли цепь частью стены, или цепь — это часть заключенного? Ни то, ни другое. Я имею в виду, что она между заключенным и стеной, верно? Понимаете? Между прочим, в Абхидхарме цепь является отдельным объектом. Это очень интересно. Они говорят, что есть тело и ум, и потом есть пачи. И цепь — это какая-то мистическая третья вещь, которая держит пачи прикованным к его телу и уму. И Нагарджуна говорит что-то вроде «да ладно». Либо цепь является частью тела и ума, либо цепь является частью парня, который прикован к телу и уму. Но цепь, где еще может быть цепь? Парень умрет, что случится? Цепь просто останется на месте, и вся вселенная будет заполнена цепями? Да? Кого приковывают? Кто прикован? А теперь я перейду к этой последней строке. $100. Гом. $100. Да, он прав, это не медитация. Нет, ничего общего с медитацией. Мы уже изучали это раз 100. Очень схожее написание и точно такое же произношение, потому что есть префикс. За $50 я дам вам подсказку. Это было раньше. Это было во 2 главе. $25. Ходьба, да, $25 диагделся. Круто. Хорошо. О, ты сжульничала, ну ладно. Все нормально, не говорите мне. Да, ходьба, какое это имеет отношение к тебе? $100. Да, подождите, он показывает мне. Да, тут. Где? Да, а где эта часть? Есть часть пути, которую вы прошли. Есть часть пути, которую вы еще не прошли. И часть пути, по которому вы идете, должна находиться где-то между ними, но вы не можете определить ее. И это очень схоже с идеей о цепях. Средняя точка — та часть пути, на которую вы наступаете сейчас, гом, потому что гом всегда активный. Активное шагание — это не совсем ходьба, это опускание стопы вниз. Где эта часть пути, где точная часть пути настоящего момента? Где настоящий момент? Именно там находится цепь. Поняли? Это ведь классно, правда же? Где цель? Она как бы на полпути между вами и вашим телом и умом. И Нагарджуна такой, поняли? На полпути между вами и вашим телом и умом. Давайте займемся языком. Если вы прикованы к вашему телу и уму, тогда вы не прикованы. Если цепи являются частью ваших тел и ума, тогда цепи не являются частью вас самих. Как это? Тогда, если вы отпустите свои тело и ум, вы больше не будете прикованы.
Если вы бы умерли, вы бы больше не были прикованы, вы бы ушли в нирвану. Если цепи являются частью вашего испорченного тела и ума, тогда, когда вы сбрасываете тело и ум, как вы продолжаете делать, тогда вы должны освободиться от цепей на некоторое время. Тогда в какой момент вы прикованы? Тот же аргумент. Вы скажите мне, откуда это приходит? За $100. Вы, ребята, сегодня зарабатываете так много денег. Готовы? Все как... Существовали ли цепи до того, как парень был прикован? Итак, какие $100, Гешла? Вы возвращаете меня к предыдущему стиху в этой серии занятий. Существовали ли дрова до огня? Это хорошо, но мы уже говорили об этом до этого. Кстати, название 9 главы «Было ли что-то там раньше?» Название 9 главы «Исследование того, было ли что-то там раньше». И это относилось к одному из органов чувств. Когда вы смотрите на что-то, если там глаз, если там маленькая девочка с телескопом, она выходит на улицу, а там звезды. Первым возникает видящий или видение возникает первым? Что именно? Выходит ли маленькая девочка с телескопом и затем смотрит на звезды, или как это работает? Маленькая девочка с телескопом выходит из своего дома и затем смотрит на звезды? Должно быть так, потому что должен быть телескоп, прежде чем появится астрономия. Но она не может, потому что она не астроном до тех пор, пока она не посмотрит на звезды. Так что все это невозможно. И теперь перенесите это сюда, цепи. Сначала появились цепи или скованный появился первым. Да, конечно, вы не можете быть скованным, пока вас не заковали, но у вас должны сначала быть цепи, чтобы быть скованным. Да, вся эта ситуация что-то запутанное. И смысл в том, что если на кухне возникли проблемы с выяснением, почему расстроен муж, вам нужно искать другие варианты. Возможно, все это происходит из вас. Хорошо, вот итог. Возможно, это все происходит из вас. Может быть, вы создаете телескоп, затем вы создаете девочку, вы создаете астрономию. Все происходит из вас, но они не являются причиной друг друга, где-то там вовне. Это выглядит как то и то, на самом деле так и так. Понятно? Это все. Если вы понимаете, что это так, то вы можете практиковать мантру Будды медицины. Если вы думаете, что вы так, то у вас проблемы. Если вы там вовне произносите мантру Будды медицины, у вас проблемы. Если вы понимаете, что мантра происходит из вас, болезнь происходит из вас, исцеление происходит из вас, тогда вы можете использовать мантру. Классно? Переходим к следующему. Кстати, следующая картинка. Парень закован или нет? Подождите, нет, предыдущий парень. Этот парень закован? Нет, потому что еще нет цепей. Следовательно, сначала должны появиться цепи, верно? Неважно. Следующий стих. Хорошо. Это очень тонко. Здесь говорится, решик означает временно, в данный момент, сейчас. Решик сейчас. Ты не можешь сбросить свои цепи. Давайте посмотрим. Это похоже на... Смотри, ты не можешь снять свои цепи. Почему? Во-первых, он такой... Во-первых, Нагарджуна, во-первых, ты не можешь снять свои цепи, ты не можешь снять эти цепи. Вы не можете не ссориться со своим мужем. Вы не можете снять эти цепи. Почему?
Потому что вы видите цепи. Вы не можете снять эти цепи. Почему? Потому что вы думаете, что эти цепи происходят со своей стороны. Тогда вы, то, как вы думаете о цепях, и есть цепи, понятно? Вы не можете, он только сказал, эй, позволь мне кое-что сказать. Что? Ты не можешь снять эти цепи. Почему? Потому что эти цепи происходят таким образом. И думать, что они происходят таким образом, это и есть настоящие цепи. Это очень классно. Думать, что цепи происходят со своей стороны, когда вы смотрите на них, вот это настоящие цепи. Если вы смотрите на цепи, то вы будете прикованы все больше и больше. Окей, ребята, понятно? Очень круто. Даже если я сниму с вас цепи, вы все равно будете прикованы. Понятно? Если была бы средняя точка в шаге стопы на пути между тем, чтобы быть закованным и не быть, тогда в том же месте, тогда в каком-то месте, части пути, где вы были, и части пути, где вы будете, они должны соприкасаться. Если существует место между закованным и раскованным, где они могут соприкоснуться, тогда вы можете быть закованы и раскованы одновременно. Это невозможно. Вы можете видеть, как Нагарджуна идет. Вы можете придумать танец, да? Что-нибудь в гавайском стиле. Хорошо, следующий стих. Давайте начнем с этих двух строк, потому что это становится тяжелым, это становится сложным. Если бы я не мог Неварленпа, но это было бы Ньянгенледепа, если бы я мог остановить Неварленпа, я мог бы достичь нирваны. Что такое Неварленпа? Да, если бы я мог перестать принимать новые тела и умы, это была бы нирвана, понимаете? Если бы я мог перестать принимать тела, пораженные раком, и умы, заполненные гневом, это было бы нирваной. Если бы я мог прекратить это, я хотел бы сделать нирвану своей. Я гюр. Я хотел бы сделать нирвану своей. Тогда у вас уже проблемы из-за «я», «моё», «мне», «мой». Это определение неправильного понимания, которое является каким звеном колеса жизни? Слепой. Какое звено? Номер один является причиной всего остального. Как только вы скажете, что хотите нирвану, то у вас уже проблемы. Кто такой я? Кто я? Какая нирвана? Да, Кирче, значит, я хочу сделать это моим. Но, Кристина, слово для «мой», слово для «я», «атман», также означает собственная природа. Когда мы говорим «дакме анатман», отсутствие собственной природы, слово для «я» в тибетском и санскрите означает самосуществование. Поэтому, когда Нагарджуна говорит: «Эй, что ты хочешь сделать? Я хочу достичь нирваны. Что ты хочешь сделать с нирваной? Я хочу сделать ее моей». О да, самосуществующей мою, да, круто, поняли? Атман. Я хочу, чтобы Атман обладал нирваной, но Атман не существует, потому что Атман означает своя собственная природа. Ваше желание сделать нирвану своей собственной — это всего лишь более продвинутая форма неправильного понимания. Ого! Ваше желание сделать нирвану своей собственной — это звено номер один в этом чертовом колесе жизни. Еще бы! Я хочу вырваться из колеса жизни. Да, хорошо, но как? Я собираюсь сделать нирвану своей собственной. Да, здорово, это первое звено в колесе жизни. Это понятно? Вы должны смеяться, но я не знаю, что происходит. Давайте пройдемся еще раз.
Я хочу вырваться из кольца жизни. Да, в самом деле, что вы намерены сделать? Я собираюсь сделать нирвану своей. О да, это ведь первое звено кольца жизни. Успех! Да понятно, это даже забавно. Это очень сложно, и вам нужна помощь Чунилама. Строка говорит, что нигде вы не можете создать нирвану. Нигде. Вы не можете кье. Это буква D. Кье с D означает создать, в отличие от родиться. Без D — родиться. С D — создать. Какое самое известное употребление этого глагола? Это очень близко. Это на самом деле правда. Что насчет симки? Дать рождение уму, дать рождение желанию просветления. Итак, здесь вопрос на $100. Боже, ребята, вы так много зарабатываете сегодня. Чони Лама говорит слово «кье» здесь, которое означает «создавать». Вы хотите создать свою нирвану, верно? Вы хотите принести, создать свою нирвану? Он употребляет здесь слово «создать». Вот кодовое слово для draw dog. В этой паре называется draw dog и kurde. Завышенная оценка, переоценка, $100. Джигми, ты можешь заплатить Джигми $100? Кай сейчас Джигми берет деньги, Кай Джигми дает деньги. Где грань между ними? Да, переоценить. Итак, что это тут означает? Когда вы говорите, что я хочу сделать нирвану своей, вы создаете фальшивую нирвану. Вы создаете самосуществующую нирвану. Когда вы говорите, что я хочу сделать нирвану своей, вы создаете нирвану. И Чони Лама говорит, когда Нагарджуна говорит здесь «создать», он имеет в виду самосуществующую нирвану. Понятно? Корва селва значит, что вы также не можете удалить эту нирвану. Селва здесь то, что раньше означало аджьята за $100. Движение. Черт побери, $100. Переводить в движение. Ранее селва означало приводить в движение. Верно? Существование вещей. Здесь это означает селва, как чистый свет селва. Удалять. Если вы пытаетесь сделать нирвану своей, то есть самосуществующей, то это также будет нирвана, которая всегда будет одной и той же и никогда не сможет быть реальной. Как вы думаете, что такое нирвана? Как вы думаете, что такое нирвана? Кто это спрашивает? Чишик. Простите, вы парни, которые создают нирвану. Что такое сансара? Как вы думаете? Как вы думаете, что такое сансара? Вы хотите узнать одну неприятную вещь? Ответ отсутствует на обоих гравировках. Ответ отсутствует на обоих гравировках. Это невероятно. Никто не заметил этого на протяжении 370 лет. Верно? Я не знаю, что происходит. Я не знаю, что они там делают в этих монастырях. Но это есть в Тенгьюре, это есть у Нагарджуна. Есть строка в гравировке Нагарджуна. Потому что он цитирует здесь этот стих, поэтому я и нашел его там. Благодарю Бога за Gold Club. Потому что я могу найти его в другой, из Индии. Я нашел его в индийской версии. И эта строка была потеряна, целая строка была потеряна. И ответ на вопрос, как вы думаете, что такое сансара? И ответ был неправильный, он был утерян. Итак, вот ответ. Здесь так. Да. Что за ерунду вы придумали в своем уме, когда задавались вопросом, что за дрянь это сансара? Чишик так. Что вы придумали, когда я вас спрашивал? Мы говорим о нирване, правильно?
которые освобождают от сансары. Но когда я спрашиваю вас, что же такое сансара, вы начинаете блуждать вокруг так, глупой парикши. Вы пошли неправильным путем в своих исследованиях. Понятно? Вы сделали эступидо парикша. Парикша эступидо. Вы совершили глупую парикшу. Вы это поняли? Это недостающая строка. Возможно, это было невежливо, и он не хотел ее иметь. Давайте посмотрим на картинку. Если можете, объясните мне эту картинку. Это колесо рулетки. В чем смысл? В вашей погоне за нирваной вы снова вращаете колесо. Способ, которым вы стремитесь к нирване, вновь запускает сансару. Да, отличная работа. Вы в погоне за нирваной для себя. Вновь запускаете сансару. Мои поздравления. Поняли? Ваша погоня за нирваной вновь запускает сансару. Вот в чем смысл. Я бы сказал, не хочу вас пугать, но неправильное чтение мантры Будды медицины может привести к болезни, может поддерживать страдания вашего тела. Я не говорю, что у вас будет рак от практики мантры Будды медицины, я не говорю этого. Я говорю о том, что возможно выполнять их невежественным способом, который будет поддерживать болезнь. Это скорее раскрутит сансару, чем остановит колесо. Это тяжело, это тяжело. Мы должны понять это. Чтобы мантры работали, мы уже должны защищать жизнь. Иначе мантра не будет работать, и вы умрете, пока будете читать мантры. Понятно? Это хорошее время для того, чтобы... Да, вопрос? Значит ли это, что лучше не делать мантры вообще? Это хороший вопрос. Да, Гешала, значит ли это, что я должен перестать читать мантры, если я не понимаю пустоту? Нет, вы должны продолжать читать мантры. Почему? Потому что когда вы читаете мантры, у вас, как правило, есть основополагающее сладостное намерение. И это основополагающее сладостное намерение поможет вам позже понять пустоту. Если вы не понимаете, как работает мантра, продолжайте повторять мантру, потому что это вам поможет понять, как работает мантра, но не затягивайте с пониманием того, как работает мантра, потому что вы умрете раньше этого, правда? Серьезно, без шуток. Каждый раз, когда вы произносите мантру, вы сажаете хорошее семя, может быть, даже для будущей жизни, если вы не работаете одновременно над пустотой. Поэтому делайте свои мантры полчаса, идите читать Нагарджуну 10 минут, возвращайтесь к своим мантрам на полчаса. И это хороший баланс. Но не нужно игнорировать Нагарджуну и говорить, что я собираюсь сидеть целый день и читать мантры. Потому что есть вероятность, что вы умрете раньше, чем получите пользу от мантр, или успеете помочь кому-то. Поэтому продолжайте впрыскивать сладкий нектар Нагарджуну. И не говорите, это очень сложно для меня, потому что сансара — это трудно, и вам придется разобраться с этим. Хорошо, давайте изучим санскрит. Давайте поговорим о сансаре. Сансара. Вы поняли? Да, произношение сансара. Что означает этот значок внизу? Пожалуйста, не произносите это как самсара. Это ошибка из-за «м» с точкой снизу. «М» с точкой снизу — это не «м». У них просто не было другой буквы, которую можно было бы использовать. Мне жаль. Поэтому, пожалуйста, это не «м». Это «м» с точкой снизу. «М» с точкой снизу означает, как у тех французов, что-то типа... Потому что они говорят вот так вот все время: Гешел, вам точно надо в Париж, у вас будет самый лучший. Знаете же?
этот назальный звук. Поэтому М с точкой снизу просто значит сансара. Сансара. Не говорите самсара. Это произошло, не знаю. Британцы сделали эту ошибку. И это прижилось. Все начали говорить самсара. Самсара. Звучит как имя какого-то парня, правда? Эй, познакомьтесь, это мой друг Сэм Сара. Ладно. Это меня очень раздражает. Кстати, недавно кто-то выложил видео с моей фотографией в нем, и санскрит был написан с ошибками. Пожалуйста, прошу вас, не делайте этого, сводит меня с ума. Если вы будете использовать мое имя и мою фотографию, то прошу, пожалуйста, позвольте мне сначала проверить. И кто-то выложил на тибетском, и все было написано неправильно, в одно и то же время. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, потому что я чувствую, можете заметили, что я отношусь к этому с пристрастием. Шри-Ланка тоже неправильно произносит. В центре йоги Сивананда написано с ошибкой, потому что они убрали диакритический знак, они убрали знак произношения, так же как точка исчезла из буквы М. И вот этот бедный господин Сивананда, чье имя вечно неправильно произносят, и эта несчастная страна, название которой исковеркано вечно, это Шри-Ланка, это не Сри-Ланка. Просто исчезла точка снизу. Понятно? То же самое самсара. Сансара. Сансара. Хорошо, Гешла, если вы хотите вывести Гешла из себя, вы знаете, как это сделать. Так, сам значит быть вместе с кем-то. Между прочим, само по себе сэм означает это сам. И потом СР означает течь, европейский это корень сэр, также, что можно найти в словах серум, сыворотка, что является тягучим материалом, и штрудель, что интересно, также происходит из серж, из-за закрученного вида хорошего рулета с корицей. Хорошо. А не имеет ли это отношение к санскритскому слову сансара? Так что штрудель и сансара неразрывно связаны между собой. Если у вас будет штрудель, то дайте мне его, я смогу о нем позаботиться, потому что это сансара, тот же корень. И это все. Давайте подытожим, что произошло. Мы пытались найти того, кто собирается попасть в нирвану, и того, кто прикован к своим телу и уму. Вам, ребята, надо об этом подумать. Все говорят, я хочу достичь нирваны. Все говорят, я хочу вырваться из колеса жизни. Вы заметили дома в колесе жизни? Вы заметили этих двух парней в лодке в колесе жизни? Кто эти два парня в лодке в колесе жизни? Мингсук. Да, это тело и ум. Тело и ум. Когда вы вырветесь из колеса, вам также придется оставить позади лодку с телом и умом в ней. Тогда кто останется? Вы что, будете рассказывать кругом без тела и ума? Вот, познакомьтесь с моим другом. Я не вижу его. Да, простите, у него нет тела. Ну и что он думает о демократах и республиканцах? Ну, он не думает, у него нет ума. Он оставил это позади в колесе жизни, а он-то где? Не знаю. Вам надо подумать об этом. Вы продолжаете твердить, что вы хотите достичь нирваны. Что это? Я хочу выбросить это тело, которое рано или поздно заболеет раком, чтобы вы не пили. Я хочу избавиться от этого ума, в котором все перепутано, с завистью и так далее, и так далее. Хорошо. А что произойдет после того, как вы избавитесь от этого? О, я об этом не думал. Я хочу сойти с этого автобуса. Тогда ты торчишь посреди пустыни. Ты же сказал, что ты хочешь сойти с автобуса, да? Но я не думал о том, что будет дальше. Хорошо, тогда тебе надо подумать об этом. Увидимся на следующем занятии.